Как же шикарно сейчас пахнут деревья, цветочки. Листики начинают опадать. Только здесь опасно, здесь много пчел. Меня если укусит, то будет беда для всех. В Беларуси вообще у нас очень сильно равнинная местность, но есть некоторые места, где можно увидеть красоту. Художники рисуют. Да. Мы с Алексеем решили не сидеть дома. Сейчас праздники. Проехаться решили по разным достопримечательностям, где еще не были. Да, все возле Бреста. Никак не могу отсюда уйти. Мне настолько сильно нравятся эти деревья. Я не знаю, что именно за деревья. Да, похожи на сакуру, но разновидностей куча разных много, поэтому даже не могу сказать, что это. Но мне 34 года, я всю жизнь прожила в Бресте, и я только сейчас узнала, что они растут, получается, возле стадиона. Смотрится, конечно же, здорово. Я уже сделала себе пару фотографий, сняла небольшое видео. Ну и немножко красоты магнолии. Уже в парке тоже распустилась. Я не могу проехать мимо цветов. Это удивительное то, что есть на планете. Мир все-таки на самом деле очень классный со своей природой. И в каждом месте она просто неповторимая красота. Здесь у нас белая и вот такая. Там еще дальше есть. Сейчас подойду, сниму. Ну и вот вторая. В этой, конечно же, цвет совершенно другой. Смотрится она тоже по-своему здорово. Кстати, у нас город стал очень теплым сам по климату, поэтому сейчас... вот это тоже магнолия. Только я не помню, как сорт называется. Получается, здесь, туда дальше несколько. За счет того, что сейчас климат подходит, начали во многих местах сажать. Раньше, конечно же, их не было. Всем привет! Сейчас навожу порядки на своих полках с шишками и составила пока все шишки в одно место, потому что нужно убрать с них пыль. Это я делаю при помощи пылесоса, потому что когда они стоят так, здесь везде набирается пыль, и вычистить особо нечем, кроме пылесоса. Поэтому я все сейчас убрала вот сюда. Вот это вот вся моя коллекция шишек. Именно коллекция. И на балконе много шишек, которые стоят на работе. Которые нужны в работе. Так, и здесь, получается, в маленьких баночках всякая тоже такая вот мелочевочка. Хочется, конечно же, это организовать немножко по-другому. Какую-то отдельную полку. Даже не то, что полку, какую-то настенную, что ли. Ну, у меня в голове есть такая идея, но она для квартиры особо не подходит, потому что здесь нигде не повесить. А вот в частном доме, конечно же, если есть место, то делать такой настенный, как даже шкаф. Мне кажется, было бы здорово. И получается, здесь вот по коробочкам, те, которые в коробочках, то это хорошо. Тебе не нужно потом с них вытирать пыль. И еще я уже когда-то показывала, когда я привожу шишки из какого-то отпуска, я их складываю в отдельную баночку и подписываю. Там у меня Турция, вот там вот у меня вот всякие байкальские шишки. Это шишки Кения, тоже классные. Я их покупала, по-моему, на Куфоре я их нашла, тогда девушка продавала, где-то даже когда-то рассказывала. Потом мои любимые шишки, тоже все в пыли, надо навести порядок. Это кедровые шишки, и здесь же у меня находится брелочек с шишкой, потом брелочек
желудем, но он оторвался. Нужно бы его приклеить. И там еще маленькая подвесочка. Тоже с шишкой. Так что сейчас навожу порядок на полке. Так, еще я, наверное, вам на влоговом канале и не показывала. У меня есть вот такие шишки, где-то есть шишка еще побольше. Это шишки, по-моему, называются усьмы какой-то пальмы. Очень интересные, они как будто бы лаком покрытые. И что интересно, они внутри, это не так лежит. У них внутри пусто, и как будто бы, знаете, как зернышко внутри есть. Так, и еще одни из любимых шишек тоже. Это секвоя. Есть маленькие, мета-секвоя где-то у меня. Пару штук, по-моему, было. Где-то были. Очень красивые шишки, но у меня есть еще одни. Вот такие. Но, к сожалению, я совершенно не знаю, как они называются. Я когда-то купила их тоже в интернет-магазине. Именно флористический магазин. Там были сухоцветы. Я увидела эти шишки и купила. Но в итоге я до сих пор, уже сколько лет, я не могу найти, что это за сорт шишки. Он чем-то похож, конечно, на кедровые шишки, гималайские, ливанские кедры. Ну, за счет того, что тоже такие, как, знаете, много-много лепестков, как розочкой раскрывается. Но это совсем другая шишка. И что за шишка? Без понятия. Вот такие тоже есть маленькие шишки. Надо посмотреть. Я там записывала, уже не помню, где, какая-то тоже очень красивая. А вот это. Сейчас достану. Тоже покупала. Так, есть еще какие-то вот такие. Если найду, как называется, напишу. Потому что тут такое необычное название. Его запомнить сложно для меня. Тоже что-то интересное. А знаете еще, что напоминает эвкалипт? Только эвкалипт такими маленькими растет. И вот это баобаб. Плоды баобаба. Тоже покупала именно в тот магазине. Постараюсь найти эту ссылочку, вам оставить. Возможно, кто-то, как и я, тоже любит не только собирать, но и покупать, если где-то видит что-то интересное. Вообще, история, мне кажется, шишек. Каждая шишка какая-то особенная, что ли. Одинаковых не найти. Тоже кажется, вроде один сорт шишек, а они отличаются. Ну, не безумно. Все шишки безумно красивые. Вот эти самые большие шишки до сих пор не могу найти их правильное название. Везде, где только не нахожу, оно разное. То ли от местности, их часто называют совершенно по-разному, но они разные. Поэтому ищу точное название. Боже, какая она пыльная. Кошмар. Ладно, сейчас все уберем. Вот эта тоже шишка безумно красивая. Она же более кругленькая. Так, и вот шишки желтые. Грохота. Шишки желтой сосны растут вот на таких вот ветках. Эту веточку я когда-то купила у дедушки на рынке, а потом оказалось, что эти сосны растут рядом возле моего дома. Так что сейчас вот она до сих пор такой вот веткой у меня и есть. Ну, в принципе, у меня есть папка в Инстаграме, по-моему, даже ВКонтакте она есть, там, где я фотографирую все свои шишки и показываю, пишу, что это за сорт. Поэтому тоже оставлю ссылочку. А еще вы же постоянно спрашивали у меня про то, как избавить шишку от смолы. Знаете, ну, наверное, никак. Вот шишка японской сосны. Очень интересная шишка, ее я не трогала, с ней ничего не делала. Видите, есть смола, но она лежит и лежит. В работе я такие шишки не использую, потому что такая сосна у нас единственная, и та растет, живет в Брестской крепости. Конечно же, я ж там не буду собирать шишки, потому что эти шишки не падают, их надо срезать. Но я тогда выкрутила себе две для коллекции. Одна осталась, одну я попробовала варить. Попробовала смывать разными растворителями. Ничего не работает. После варки шишка становится черная. Поэтому я так и оставила. И как-то девушка написала, что если долго-долго будет лежать, начнет это все отваливаться. Оно, в принципе, так и есть. Она начинает высыхать и постепенно отваливаться. Но в работу, понятное дело, такие шишки использовать невозможно. Доделала я наконец-то эту девочку. Сделала ей маленький букетик. Мне тоже там в комментариях советовали, что можно добавить букетик. И да,
Я решила, что тоже будет хороший вариант, потому что крылышки, когда тебе не нравится то, что получается, то нет смысла над этим больше работать. Нужно это отложить в сторону, когда-нибудь попробовать в следующий раз. И еще вчера я сделала вот этот цветочек, плюмерия. Получилось, ну, почти реалистично. Я вижу немножечко недочет, можно было бы его исправить. Но, может, когда-нибудь уже в другой раз. В принципе, сам цветочек получился классный. Посмотрю, буду я в работе какой-нибудь использовать вот такой веточкой или все-таки буду разделять по цветочкам, потому что когда делаешь композицию, не всегда удобно. Видео уже есть на канале. Сегодня его выложила. И еще я показывала, что мне девочка с моего города подарила несколько кусочков равномерки, которые она красит самостоятельно. Долго-долго думала такого цвета и наконец-то решила сделать, не знаю, можно назвать это метрикой или нет, ну, короче, решила сделать работу. Будет вот такая, знаете, швейная. Цвета не так подбираю самостоятельно, вышиваю по вот этой черно-белой картинке. Ссылку на цветную, она там должна быть красного цвета с разными оттенками, я вам оставлю. А ниточки использую, получается, двух вот таких цветов. Зеленый на зеленом. Но в любом случае получается вроде неплохо. Но, что скажу, это дико сложно вышивать. На равномерке мне вышивать очень сложно. И я думаю, что я все-таки вышью на вот этих кусочках. Посмотрю, что еще на этом вышить. И, наверное, больше на равномерке, возможно, и не буду именно вышивать. Ну, посмотрим, потому что это для моих глаз это дико сложно. Здесь, мне кажется, будет смотреться именно здорово. Я решила использовать светлые оттенки, потому что ткань темная. Как красиво у нас в этом году цветет яблоня. Будь здоров! Так, девочки. И помимо этого про дом не спрашивайте. Это сейчас очень болючий вопрос. Да будь здоров! Всем привет! Так, доделала я вчера сам календарик. Надеюсь, его видно. Потому что лентяйки, лень сходить и поменять объектив. Но мне кажется, такой вариант ей подойдет. Даже лучше, чем рисовать розы, потому что у нее как раз перед домом, перед входом в дом растет лаванда. И мне показалось, это будет здорово. И смотрите, я красила белым и пропустила несколько. Я их не выложила с пакета, поэтому нужно будет подкрасить. И, в принципе, все. Отдаю календарь. И той же самой своей подружке, что я делаю. Я когда-то показывала вот эту вышивку. Это вышивала ее бабушка. Вчера сидела. Здесь было огромное количество складок. Знаете, ткань, она сама по себе вроде бы хлопок, но он настолько сильно и растянулся, и состарился. Это единственная работа, которая осталась от ее бабушки, и она очень хотела ее сохранить. И она попросила меня на какую-нибудь деревяшку, фанерочку, говорит, просто натянуть, потому что раму потом она
подберет сюда уже, а саму работу натянуть, потому что она сама не сможет. А если даже сдать в багетную, они там не отутюживают. С трудом я вчера сутюживала эту ткань, чтобы она села, но все равно вот тут остались складочки. Буду пытаться еще сейчас вытянуть ниточками. Так, опять лезет. И ткань уже, конечно же, старая, поэтому сейчас буду пытаться как-нибудь все это понатягивать. Нитки уже даже вот здесь съехали немножко, но я согласна, что старые работы наших бабушек, дедушек, это, конечно же, очень здорово, и я за то, чтобы такое сохранять. Тем более, что если есть, у меня одна работа моей бабушки есть, которую я обязательно когда-нибудь сделаю, потому что пока что ее повесить-то некуда, поэтому будем смотреть. Сейчас займусь натяжкой. Натягивать я буду нитками с обратной стороны. Вот так это буду делать. Будем смотреть, чтобы было все аккуратненько и ровненько. Ну что, я в принципе все доделала. Вот тут лучше видно. Покрыла лаком матовым. И вот эти вот кругляшки, которые я забыла покрыть, тоже покрыла. И сегодня вечером девочкам приедет, все заберет. Я говорю, все, говорю, разбирайте все, что есть, потому что я хочу наводить порядки. Слишком много всего. И, как я говорила, как-то в одном из прошлых видео, я буду дальше делать работы из того, что есть. Так что буду доставать все свои материалы и смотреть, что есть, то будем делать. И обязательно буду снимать, показывать на мастер-класс. Ну что, по максимуму, как смогла натянуть. И проблема в том, что ткань настолько сильно рыхлая, сыпется и рвется, что мне пришлось с этой стороны вот здесь по краю закреплять термоклеем. А углы я уже подшивала вручную аккуратненько. Ну, по крайней мере, она сможет вставить в раму. У нее здесь рама, которую она хочет использовать. И под стекло, потому что, видите, со временем даже крестики посыпались. Тянуть дальше, вот это все было очень опасно, потому что начинает рваться вот в этих вот местах. Мы тут с мамой, почему я в принципе и пропала, моя мама в отпуске, она решила тут немножко дома сделать ремонт, хочет перекрасить стены, и заодно я разбираюсь со всеми своими материалами, навяжу порядки. Наверное, от этого никуда не убежать, и приходится это делать постоянно. И что еще я делаю? У меня насобиралось, получается, много разных вот этих остатков от букетов, что я использовала, что я нет. И вот я сейчас наобрезала кучу листьев, проволоку я оставляю. Я оставляю проволоку, у меня уже вот такая вот баночка, и сюда я вставлю ее и использую в цветах. Поэтому я и говорю, что если вы занимаетесь не только цветами из бумаги, именно вот покупаете, у вас что-то где-то есть проволоку, для цветов можно использовать совершенно любую. Потому что флористическая, не везде ее можно найти, а помимо этого, она все-таки, знаете, когда ее надо много, многие считают, что она не дешевая. С этим я где-то согласна, потому что везде по-разному оно стоит. Поэтому я использую в своих работах совершенно любую проволоку, что найду. Будут это электрические провода. Или вот как от искусственных букетов. Сейчас я это все срезаю, и надо что-то сделать. Надо что-то сделать, чтобы оно не лежало. И куда-то что-то деть. Листьев от этих букетиков у меня, конечно, осталось немало. Но посмотрим. Знаете, вот сразу, что мне хочется сделать, конечно же, это венок какой-нибудь такой. Ну, я посмотрю. Пока что я все это откладываю. Где-то у меня коробка есть именно с искусственными листьями. Там еще какие-то розочки поставались. Хочу это все использовать. Если я придумаю за сегодня-завтра, я обязательно сделаю. А с основного канала сейчас я выставляю меньше, конечно же, меньше видео, потому что сейчас немножко по дому много работы. К концу учебного года, ой, эти контрольные, школа, хочется все доделать. У нас у дочки выступления, поэтому немножечко я пропала с работы, и в принципе я ничего и не делала. Вот на самом деле, после вот этого вот цветочка я ничего больше и не делала.
Сейчас думаю, какую бы композицию интересную сделать с этой работой. Оставались вот от букета вот такие. Тоже, когда делаешь какую-то большую работу, в плане не просто композиции, а там того же венка. Елка! Может сделать елку из цветов? Ну почему бы и нет? Типа как топиарий, только елка. Ведь елки летом растут. Кстати, надо подумать. Интересно, есть ли у меня в подписчиках тот, кто часто вечерами и ночами выходит с биноклем на улицу? Не за тем, чтобы посмотреть в окошке, а посмотреть на Луну и на небо. Мы с папой с детства всегда смотрели на звезды, он нам все показывал, рассказывал. А сегодня полнолуние и такая огромная луна, что я иду смотреть. Сейчас, кстати, на самом деле так светло. И я надеюсь, на телефон видно. Вот луна.